Всем привет! Наконец-то у нас морозный день, минус 12 градусов. По ощущениям, наверное, все 20 градусов. Начинаю я свой поход с избушки. Приехал я сюда, чтобы затопить печь, нагнать тепло. Здесь я буду сегодня ночевать, а днем буду работать на оффрейм домике. У меня в распоряжении 2 дня и 1 ночь. Приезжаю сюда на ночевку, бытую и на следующий день продолжаю делать. Буду я делать сегодня крышу, буду перекрывать, буду застилать. Вот такие у меня планы. Всем, друзья, приятного просмотра. Я буду топить, располагаться и поеду. Эта зима у нас очень странная, самые настоящие качели. Этот зимний период то морозит, то оттепель, уже успел съехать снег 2-й раз, уже успел выпасть новый. Все это нагрузило водосточную систему, еле как открыл ставни, двери не могу открыть. Надо будет это все потом почистить, если выдастся время, может и сегодня вечером. А у нас в желобе полный желоб льда. Это все под своим весом, получается, давит, и ставни не открываются. И также аналогично двери. Снега вот много еще выпало перед окном. Надо будет все убрать. В общем, все непонятно. Сегодня у нас хороший морозный денечек. Сегодня нужно будет хорошо активно поработать, чтобы не замерзнуть. После бушевавшего мокрого снегопада много упавших деревьев в лесу. Передо мной первая преграда. Только-только отъехал, и вот тебе. Но я достал Петровича, и мой путь быстро был расчищен. Я добрался до шалаша у ели, уже успел, убрал снег немного, подвез с собой партию досок, примерно 18 штук. Сейчас буду бревна утеплять джутом. На этот джут у меня пойдет доска. Все соединения, которые будут со срубом, доска со срубом будут у меня утепляться джутом. Сейчас достаю степлер, начинаю
джут прибивать к срубу и уже буду застилать крышу. Вот такую пачку досок я сегодня привез. Здесь раз, два, три, четыре, пять рядов на 3. 15 штук получилось, не 18, немного оговорился. И вот этот самый срубик я буду сейчас утеплять джутом. Здесь большая часть доски еще нужно будет подвести. И я думаю, крыша у нас будет готова. По контуру прибил джут. Вот. Здесь сверху, снизу, с той стороны. На это ушло у меня 1,5 часа. Степлер кочкает мозга, больше из-за него у меня время ушло. Вот. Вот, смотрите, со всех сторон. Ой, доски мешаются. Все, везде все пробил. Небольшой перерыв 5 минут и буду продолжать. Сделал уже 6 досок с обеих сторон. Скажу, идет так себе. Одному неудобно это делать. Был бы второй человек наверху, было бы быстрее намного. А так приходится зад-вперед, вверх-вниз прыгать все, то залазить. Но ничего, вроде так процесс-то и быстро идет, доской закрывать. Уже 1/3 стены готова. Фух. Да, не из легких. Еще нужно будет потом залезть как-то на эту высоту и сравнять конек, сделать ровненький. И потом еще нужно будет как-то залезть тент, туда закрепить. Придется, наверное, лестницу вести. Да, лестница по-любому нужна будет. Иначе никак не залезешь.
Так, у меня уже здесь есть житель. Какая жирная, блин. Вот такие гады у меня в избушке-то, в амшанике ползают. В старом домике. Ну и красота внутри, друзья. На сегодня закончено. Где-то на одну стену нужно будет 4 доски, я так думаю. И все. Внутренность у меня будет полностью зашита. Доска еще есть. Сделаю небольшой козырек. Сразу всю доску приколочу. Приколочу с той стороны тоже небольшой выступ. В принципе, доски у меня есть. И все, буду продолжать это завтра. На сегодня большой объем я сделал. Я даже не ожидал, что я закрою больше половины, ну практически всю крышу. А то думал, что это у нас и надолго будет все. Первые часы, конечно, очень долго я провозился с джутом, особенно со степлером, с первой доской. Главное, нужно было выставить ровно доску, чтобы крыша у меня шла ровно. Чтобы она не косо доска ложилась, а именно шла ровненько. С этим провозился, но сейчас уже к вечеру разошелся и практически все сделал. Буду доделывать уже завтра. Сейчас у меня в избе тоже есть дела. Нужно топить печь, нужно готовить себе ужин, еще завтрак. Там еще дел у меня предостаточно. Поэтому сейчас здесь заканчиваю. И завтра я уже спокойно за световой день все закрою. Буквально там несколько часов и все. Нужно еще будет сравнять красивенько конек. И потом еще придется, наверное, помудохаться с пленкой. Я привез с собой тент. Тент надо будет еще как-то попробовать в одного все туда установить. Ладно, это уже завтра. Сегодня уже буду отдыхать.
Я уже расположился, запустил бензогенератор. В избушке 18 градусов. Все-таки не зря я с утра заехал, подтопил печку. Сейчас вот растопил по новой, и у нас уже тепло. Уже чайник кипит. Буду располагаться и налаживать быт. Сейчас немного передохну, попью чаю и буду готовить себе ужин. Не так давно зритель моего канала прислал мне посылочку. Я думаю, будет вам интересно взглянуть, что там. Посылочка полна фонариков. Сейчас буду делать распаковку. Вот здесь у меня 4 фонарика. Фирма Nikron. И небольшой футлярчик под разную мелочь, там под батареечки и прочее. Вот две модельки одинаковые. Первая моделька это Nikron H35, а вот эти две это Nikron H11. Так, а здесь у нас Nikron K11. Это небольшой фонарик-брелок. Пожалуй, начну с этой модельки. Nikron H35. Здесь две линзы. Один свет дальний, второй рассеянный. Вот. Мощность 1600 люмен. Аккумулятор здесь стоит 3000 ампер-часов. Вот такой фонарик небольшой. Здесь у нас для зарядки место Type-C. А сверху у нас вот при нажатии он моргает, тем самым показывая заряд батарейки. Здесь две кнопочки. Включается первая линза, вторая кнопочка, вторая линза. То есть дальний, рассеянный, это все вместе. Все по отдельности. Можно, кстати, регулировать мощность. И это красный свет. Кстати, будет удобно ходить к пчелам. Обязательно зайду, наверное, уже не сегодня, завтра утром. И посмотрю, как будет видно. Ну, кстати, горит хорошо. Что у нас еще здесь? Это ремешок, зарядка Type-C. Ремешок, кстати, просиликонен. Это хорошо. Спадывать не будет. Достаточно крепкий, тугой. Попозже сделаю, пойду снег убирать и как раз испытаю. Здесь у нас мощность 400 люмен. Вот. Тоже регулируется. И дополнительные светодиоды. Вот. 3 светодиода. Это ультрафиолет. Это красный. Ну, это режим SOS. Здесь стоит светодиод Luminous. Вот такой небольшой, маленький. Будет удобно на квадрик подцепить. Раз, все под рукой. Эти модельки две одинаковых. H11. Это я дам парням, когда они приедут сюда в гости. 500 люмен. Аккумулятор 900 мАч. Вот. Также силиконовый, просиликоненный ремешок. 1,5 часа работы в максимальном режиме. Тоже рассеянный дальний свет. В общем, вот такие фонарики. Все фонарики выполнены из анодированного алюминия. Фирма Nikron это официальный представитель в России. Гарантия на эти фонарики 2 года. Буду использовать, буду их гонять и в хвост, и в гриву. Ивану большое спасибо за подарки. Очень, кстати, хороший фонарик в лесу, это на вес золота. Вот сколько пользуюсь фонарями, начинал я с китайского. Самый лучший фонарик это дорогой фонарик и качественный фонарик. Все остальное фигня, которую вот продают там за 500 рублей, там китайщина, это ненадолго. Вот так светит дальний свет. Вот это самый минимальный. Вот это самый большой. Так, включаем рассеянный свет. Вот это максимальный, то есть рассеянный.
Свет это для того, чтобы работать вблизи. Ну вот. Это у нас самый, получается, минимальный, рассеянный. Так, а это красный. Кстати, довольно-таки неплохо. Я думаю, да, отлично вообще все видно. А вот так светит карманный фонарик. Это максимальная мощность, средняя и минимальная. Это у нас второй светодиод, теплый. Это ультрафиолет. Это красный. И режим SOS. Вышел я на улицу, хочу сходить проверить бензогенератор. Работает уже часа, наверное, 2-3, наверное, 3. Бензогенератор проходит обкатку, периодически хожу, смотрю. Сейчас вот я в генераторной закрыл дверцу, ходил, проверял, все ли нормально, может быть, перегрелся. Да нет, я бы не сказал, что он сильно греется. Сейчас он работает на тихом режиме. Нравится мне, больно тихо, не слышно его. Свет на полянке у нас не мерцает. Видели вы, наверное, заметили, вот. Хороший бензогенератор. Заправил полный бак, посмотрю, сколько проработает. В общем, пока все нормально. Обкатка, ну, наверное, еще он проходит обкатку, но в целом нормально.
никаких казусов не было. Залил я масло туда, залил хорошее масло моторное. Так что будем наблюдать. Осталось у меня последнее блюдо, которое осталось приготовить. Это блюдо будет готовиться всю ночь. Блюдо это называется паренка. Паренку делают из моркови, из калиги, из свеклы. Кому как нравится, на свое усмотрение. Мне вот больше нравится из морковки. Помню, бабушка, когда я был маленький, истопит печь, протопит ее. И когда уже угольков нету, полный чугунок делает моркови. Морковь была тогда своя, не такая большая. Вот. Полный чугунок нальет воды и оставляет это все томиться на ночь. Да даже где-то полдня, день точно это все находится в печи. И потом это блюдо, морковка такая становится, как это сказать, парная. От этого и название этого блюда. Вот из калиги тоже вкусно, а вот из свеклы я не пробовал. Но мне больше всего нравится из морковки. Морковка у меня тут подготовлена. Морковка, кстати говоря, это большая для паренки. Буду ее нарезать. Лучше морковь использовать, наверное, где-то чуть, не знаю, с палец где-то толщины. Морковку я уложил, и сейчас в чугунок буду отправлять воду. Стакан воды, крышкой закрываю и отправляю в печку. Все, вот это весь рецепт. Немного теплеет, уже минус 19 градусов на термометре. Сейчас хочу сходить до пчел, проверить фотоловушку и посмотреть вообще, как там. Потому что этот мороз у нас минус 20, можно сказать, еще рекордный в этом месяце. Поэтому нужно обязательно посмотреть пчелок. Вот и не образовался у двери. Значит, говорит, что там тепло, чем снаружи. Влипла всего одна мышь.
Ну что могу сказать? В амшайнике холодно, амшайник дырявый, никакой там температуры ближе к нулю нету. Вот, пчелки 3 улья посмотрел, 2 из 3 уже на крайних рамках. Надо будет приехать в следующий раз, просмотреть еще раз внимательнее и некоторым дать канди, чтобы наверняка дотянули до весны. Вот, февраль месяц, пора бы посмотреть, проверить. Ну, а так все пока более-менее. Глоток горячего чая перед самым ответственным моментом. Крышу я перекрыл. Сейчас нужно будет электропилой срезать все доски, сделать идеальный конек. И дело будет там за малым, это перекрыть крышу. Взял с собой 2 тента, 6х4 должно хватить. Ух. Самое ответственное сейчас на высоте. С электропилой нужно поползать.
У нас уже минус 17 градусов. Тем временем я сделал крышу, полностью перекрыл, тент расстелил. Закончились скобы на степлер. В следующий раз привезу, пробью хорошо, чтобы его не сдуло. В следующий раз буду выпиливать проем, уже буду начинать делать пол. Сенки я буду уже делать весной. Сейчас этим не буду заниматься. Тут уже снега слишком много натоптал. Вот такая крыша выглядит. Вот так вот. Сверху еще будет рубероид и будет крыша самая надежная. Да и тент этот, в принципе, он хороший. Плотность у него хорошая. Тент этот выдержит. На сегодня я все закончил здесь. Теперь не страшен нам снег. Теперь снег может хоть до весны валить. Сейчас уже буду в дальнейшем делать внутреннее помещение. Пол нужно будет застелить. Печку надо поставить. Может быть, печь поставлю вперед, чтобы внутри весь снег растаял. Чтобы можно пол было выложить намного лучше. Потому что там хорошая такая корка снега, которую я утрамбовал. Так что следующий ролик будет уже внутри фрейм домика. Все, я поехал в избу. Вот так выглядит паренка. Морковь маленько, конечно, твердовата. Нужно еще было ей побольше полежать. Но принцип сам паренки вот такой. Морковка, конечно, нужна маленькая. Так она готовится быстрее, получается вкуснее. Вот. Оставлять надо в следующий раз на подольше. Морковку поменьше, и тогда будет самое то. А морковка, она вообще должна выглядеть как желе готовая, паренка. Вот это вот самая настоящая будет морковка, паренка. Сладенькая. Воды наливал в стакан, а здесь, наверное, стакана 2. Морковка сузилась, спарилась. Вот так вот. Да, внизу помягче. Вот прям как и должно быть. На этой минуте я буду прощаться. Всем спасибо, кто посмотрел этот ролик. Друзья, хочу вас попросить поддержать. Просто написать комментарий, поставить лайк по настроению. Ну и подписаться, кто еще не подписан. Это такая капелька, я думаю, для вас. Это будет не трудно, а для меня приятно. Ну и каналу будет большой рывок вперед. Друзья, я прощаюсь. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока.